Прошло всего чуть больше 2 месяцев с начала этого года, но уже могу вам сказать, что 2023 явно будет годом регулирования, блокировок и запретов крипты, потому что американские регуляторы во главе с правительством США вышли на охоту и взяли четкий прицел абсолютно на все, что хоть как-то связано с криптой. Запрет монет на POS, ограничения для стейкинга, блокировки стейблкоинов, давление на криптобанки, и это только те новости, которые мы получили за последнее время. Но, пожалуй, главной целью, за которой охотится SEC, является биржа Binance. Ведь сейчас Америка всеми возможными способами пытается прикрыть ее работу, поскольку она контролирует чуть ли не весь оборот крипты в мире. И вы, наверное, меня спросите, а почему США сейчас так активно взялась за крипту? Есть ли у этого всего какая-то конкретная причина? А я вам отвечу: да, есть. И зовут ее Кудрявый Сэм. Ведь мы прекрасно помним, что после краха FTX всплыло огромное количество грязи в виде миллиардов украденных денег клиентов, десятков продажных чиновников и то, как на самом деле глава SEC Гэри Генслер может закрывать глаза на регулирование, если ему за это хорошо заплатить. История с FTX полностью изменила рынок крипты, и будем откровенны, это банкротство стало последней каплей в терпении США, из-за чего теперь страдает вся индустрия. Но самый главный вопрос заключается в том, может ли США полностью запретить крипту, или в лучшем случае начать ее регулировать. Собственно, на этот непростой вопрос нам предстоит ответить в этом видео, поэтому заранее поддержите его лайком, если в будущем вы желаете видеть больше роликов на эту важную тему. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, почему США желает запретить крипту, зачем SEC всеми силами пытается закрыть Binance, какие правила хочет создать Америка и как регулирование в США повлияет на криптовалюту. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Я думаю, вы тоже заметили, что раньше США, а конкретно SEC, не делала практически ничего для того, чтобы начать регулировать криптовалюту. И в рамках с 2016 по 2022 год единственным серьезным разбирательством, которое длится по сегодняшний день, стало дело SEC против Ripple в декабре 2020 года. Но если SEC на протяжении более 2 лет так и не добилась положительного результата даже с одной криптокомпанией, зачем она решила взяться за целую индустрию? Какой триггер заставил их это сделать? Вначале я сказал, что этим триггером стал Сэм Бэнкман-Фрид, а именно самый скандальный крах в истории биржи FTX. После банкротства второй биржи мира мы увидели, какие вещи может творить компания с миллиардным оборотом, если она никем не регулируется. Благодаря крипте Кудрявый выстроил целую экосистему, которая использовала депозиты клиентов и покупала молчание чиновников, чтобы без всяких трудностей продолжать воровать деньги и отправлять их на Багамы. Мы об этом снимали 2 интереснейших роликов, в которых подробно разбирали всю эту историю. Такой расклад США, конечно же, не устроил, вот поэтому они и начали делать первые шаги к решению этого вопроса. В этом году все началось с банального заявления Гэри Генслера, что вся крипта на рынке, кроме биткоина, считается ценными бумагами. И после этого SEC предупредила, что они расценивают токены на системе POS как незаконные акции, и поэтому они будут блокировать стейкинг. Так и произошло, ведь первой компанией, которая попала под раздачу, стала Kraken. SEC полностью запретила стейкинг на бирже для пользователей из Америки и выписала ей огромный штраф. Эту историю мы еще давно публиковали у нас в телеграм-канале, ссылка на который есть в описании. Вообще, благодаря нашему телеграмму вы можете одни из первых получать всю самую актуальную информацию. А поскольку завтра нас ждет важнейший отчет по безработице, мы сделаем для вас прогноз на движение крипты, поэтому подписывайтесь. Так вот, после Kraken SEC решила уже взяться за стейблкоин Binance USD, которую она также назвала ценной бумагой, и подала судебный иск на компанию Paxos, которая его выпускает. Paxos компания серьезная, поэтому идти против SEC она не решилась и согласилась на выполнение всех требований. Ну а 3 марта произошли те самые события с криптобанками, после которых вся крипта улетела вниз. Некоторые банки США, которые раньше обслуживали криптокомпании, потеряли своих главных партнеров из-за угрозы банкротства. Например, с тем же банком Silvergate прекратили сотрудничество Binance, Coinbase, Kraken и другие популярные биржи, а Metropolitan Bank вообще полностью прекратил работать с криптой. Я не спорю, у этих банков были некоторые проблемы после краха FTX, но SEC вовремя надавила на больные места и потребовала от них отчеты по доходам, поэтому проблемы с банками оказали сильное влияние на рынок на прошлой неделе. Касательно претензий к Binance также появилась интересная информация от издания Wall Street Journal. На днях они заявили, что Binance и Binance USA имеют между собой прямую связь.
как FTX с фирмой Alameda Research. Для понимания ситуации скажу, что в 2019 году Binance прекратила работу в США, чтобы соответствовать правилам по борьбе с отмыванием денег и прохождением KYC. И чтобы не терять американский рынок, CZ сделал отдельную биржу для американцев под названием Binance USA, которая лицензирует имя Binance, но управляется другой компанией. Так вот, согласно выводам Wall Street Journal, Binance и Binance USA это не две отдельные платформы, а по сути они работают как одна общая биржа. Как сообщается, они имеют программный код, который поддерживает кошельки пользователей Binance USA, что потенциально предоставляет Binance доступ к конфиденциальным данным клиентов США. Также было сказано, что все деньги клиентов могут легко смешиваться, и разделений между ними нет, а это ставит под сомнение надежность. Данную информацию получили благодаря якобы слитой переписке в Telegram между разработчиками, но CZ в очередной раз в Твиттере написал, что подобные провокации в сторону Binance – это сплошные слухи, и поэтому их стоит просто игнорировать. На самом деле издание Wall Street Journal сделало множество всяких расследований по поводу работы Binance и постоянно находило какие-то необычные факты. Не знаю, насколько они могут соответствовать реальности, поэтому отношусь к ним все же более скептично. Уж тем более сейчас, когда столько всего летит в сторону Binance, что доходит даже до абсурда, когда начали появляться фейки, мол, CZ убили ФБР. Честно говоря, это уже какой-то перебор. Но крипта любит реагировать на все эти скандальные разбирательства и запреты, благодаря чему на рынке создается движение. И как показывает многолетняя практика работы с криптой, независимо от того, куда движется рынок, на этом можно зарабатывать. А если вы не знаете как, просто воспользуйтесь нашей подпиской Coin22 Pro. Главная задача подписки Pro – это предоставлять для вас прибыльный анализ рынка от команды аналитиков Coin22. Наш формат работы очень простой. Например, после падения в прошлую пятницу участники Pro получили сделку на шорт монеты ADA. Они вовремя выставили лимитные ордера, а после продолжения падения рынка они приступили фиксировать прибыль. И в таком формате может работать абсолютно каждый. А если вы новичок и хотели бы разобрать основные принципы трейдинга, мы предоставляем шикарный бонус в виде подробного обучения на старте. Поэтому не трать свое время на анализ рынка, а оставь это профессионалам. Присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и начни зарабатывать вместе с нами. В отличие от SEC и других регуляторов США, министр финансов Джанет Йеллен на встрече G20 в конце февраля сказала, что они не планируют запрещать крипту. И она заявила: «Мы не предлагали полный запрет криптовалютной деятельности, но крайне важно создать надежную нормативно-правовую базу. И мы работаем с другими правительствами». Но несмотря на то, что сейчас Джанет Йеллен хочет призвать крипту к регулированию, ранее ее мнение было совершенно другое. Когда она была главой ФРС, она всегда относилась очень жестко к крипте. Например, в 2021 году она несколько раз пыталась создать жесткую политику для крипты. Тем не менее, в феврале Министерство внутренних финансов США создало 9 ключевых пунктов для эффективной политики в отношении крипты. И могу сказать, что первый пункт уже не обнадеживающий, потому что в нем указано, что крипта не должна получать статус официальной валюты или законного платежного средства. Также там есть моменты касательно уменьшения волатильности крипты, введения налогового режима, создания систем по мониторингу и другие пункты, которые вы можете изучить подробнее, поставив видео на паузу. Отталкиваясь от первого пункта, уже можно сказать, что США не считают крипту полноценной валютой. Они не могут смело назвать ее акциями или каким-то товаром. А как написал Wall Street Journal, крипта это просто казино, без должного регулирования. Но чтобы определить, является ли криптовалюта ценной бумагой, SEC использует правило под названием тест Howey. Если разработчик продает токен инвесторам, ожидая, что он вырастет в цене, и если этот рост будет получен благодаря усилиям разработчиков, это больше похоже на ценную бумагу в соответствии с тестом Howey. Поэтому в теории криптовалюта и должна регулироваться как ценная бумага. Также SEC не устраивает один момент, с которым я в принципе готов согласиться. Это выпуск и распределение токенов. Что я имею в виду? Все мы помним такую монету как Aptos. Мы про нее делали несколько интересных роликов. Так вот, разработчики данного проекта предоставили токеномику, это такой лист, в котором указано распределение монет, за день до начала торгов на биржах. А это категорически непозволительно. Обычно в токеномике указано общее количество монет и процент распределения между участниками. И я думаю, вы обращали внимание, что разработчики всегда оставляют себе определенный процент токенов, которые должны разблокироваться после какого-то периода времени. Но по
факту все эти токены достаются разработчикам абсолютно бесплатно. А где вы видели, чтобы ФРС напечатала доллары и сказала, что через пару лет они им разблокируются? К тому же полное отсутствие контроля выпуска создает проблемы в виде манипулирования, которое и происходило с Aptos. Ведь крупные кошельки, которые непонятно каким образом получили токены, могут легко двигать ценой монеты, создавая ложный спрос. Поэтому контроль над выпуском крипты и манипулированием 100% необходим. Сейчас Америка похожа на своего главного конкурента Китай в 2019 году, когда он вовсю занимался блокировками крипты. Но правительство осознало, что в этом никакого смысла нет, так как жители просто обходят эти запреты, используют VPN и множество DEX-бирж. И поэтому они поняли, что лучше уже будет регулировать эту сферу и получать с нее доход, чем просто безуспешно блокировать. Уже этим летом Китай ведет первые правила регулирования, которые позволят инвесторам покупать крипту на тех биржах, которые получили специальные лицензии. Поэтому если США попытается сделать что-то подобное, это будет гораздо лучше, чем банальные удары по рукам всем желающим купить крипту. За эти годы существования крипты многие страны понимают, что бороться с ней банальными запретами практически невозможно, ведь крипта децентрализована. Блокировка бирж тоже положительного результата не принесет, ведь, как говорил глава Coinbase, если биржам запрещают работать на территории той или иной страны, они просто уходят в офшор, как, например, FTX, которая базировалась на Багамах. Все эти мелкие нюансы стекаются в одну общую проблему для всех стран мира, включая Америку, на которую приходится значительная часть рынка. А еще проблема состоит в том, что если США все-таки решит каким-то образом ввести запреты на криптовалюту, за ней потянутся страны ЕС и многие другие. Но, как я уже говорил, запретить целую индустрию невозможно. Проще будет придумать правила регулирования. Повлияет ли регулирование на криптовалюту – это вопрос на миллион. Никто толком не знает, что произойдет на самом деле. Но я могу сказать, что если правила будут очень строгими, они могут повлиять негативно. Например, если бы США ввели регулирование, запрещающее криптобиржам предоставлять регистрацию для жителей Америки. С другой стороны, регулирование, требующее от бирж вести точный учет сделок и предотвращать манипулирование, может только открыть этот рынок для более серьезных инвесторов, что может привести к повышению цен на крипту. Таким образом, регулирование может повлиять на крипту как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому важно следить за всеми новостями, связанными с регулированием, и понимать, какое влияние это оказывает на рынок. И всю эту информацию мы будем предоставлять для вас в нашем Telegram. А в комментариях мы бы хотели услышать ваше мнение касательно этого вопроса. Напишите, как вы думаете, можно ли запретить крипту или нет. Также задавайте все вопросы, которые вас интересуют, мы отвечаем на каждый. Не забывайте поддерживать видео лайком и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю вам удачи, всем пока!